Жила-была старая коза. Было у нее 7 козлят. Она их так любила, как может любить своих детей только мать. Собралась она идти в лес, травы и веток принести на обед. Созвала она всех своих деток и предупредила, чтобы они опасались злого волка. Он часто прикидывается, но его сразу можно узнать по грубому голосу и по черным лапам. Козлятки все поняли и заверили матушку, что будут очень осторожны. Старая коза спокойно отправилась в путь. Прошло немного времени. Вдруг кто-то постучал в дверь и закричал грубым голосом, чтобы козлята немедленно открыли. Но козлятки по грубому голосу поняли, что это был волк. Они ответили, что это не матушкин голос. У нее голос добрый и тонкий, а этот голос был очень грубым, а значит, это волк. Пошел тогда волк к купцу и купил себе большой кусок мела. Съел его, и стал у него голос тонкий. Вернулся назад, постучал в дверь и тоненьким голосом попросил, чтобы козлятки открыли. Положил волк лапу на окошко и ждет. А козлятки увидели ее и ответили, что у матушки лапы не черные, а белые, а значит, это волк. Побежал тогда волк в пекарню и попросил, чтобы дали ему немного теста. Помазал волк свою лапу тестом, побежал к мельнику и попросил, чтобы тот дал ему немного муки. Мельник заподозрил, что волк хочет кого-то обмануть, и не согласился. А волк рассердился и пообещал съесть мельника, если он не даст муки. Испугался мельник и побелил волку лапу мукой. Подошел злодей в 3-й раз к двери, положил свою белую лапу на окошко и постучался. Увидели козлята, что лапа белая, и подумали, что это была их матушка. Отворили дверь, но перед ними стоял волк. Испугались они и начали разбегаться кто куда. Прыгнул один козленочек под стол, другой на кровать, 3-й на печку, 4-й в кухню, 5-й в шкаф, 6-й под умывальник, а 7-й спрятался в напольные часы. Но всех их нашел волк, разинул пасть и проглотил одного за другим. Одного только он не нашел, младшего, что спрятался в часах. Наевшись досыта, волк ушел. Растянулся на зеленом лужку под деревом и заснул. Пришла вскоре старая коза из лесу домой. Ах, что ж она там увидела! Дверь настежь раскрыта, стол, стулья, скамья прокинуты, умывальник разбит, подушки и одеяло с постели сброшены. Стала она искать своих деток, но найти их нигде не могла. Звала их по имени, но никто не отзывался. Подошла она к часам, и раздался в ответ тоненький голосок младшего козленка. Вынула она его оттуда, и он рассказал, что приходил волк и всех съел. Как плакала коза за своими бедными деточками. Наконец вышла она из дому, а младший козленочек побежал за ней следом.
Пришла она на лужок, видит, лежит у дерева волк и храпит так, аж ветки дрожат. Оглядела она его со всех сторон и увидела, что в раздувшемся брюхе у него что-то шевелится и барахтается. Она догадалась, что это были ее деточки, и очень обрадовалась, что они были еще живы. Сказала она козленку побежать поскорее домой и принести ножницы, иглу и нитки. Затем ножницами коза надрезала волку брюхо, и оттуда высунул свою голову один козленочек. А затем и другие выскочили. Все 6, и ничего с ними плохого не случилось. Все потому, что волк от жадности заглатывал их целиком, не пережевывая. Вот уж радость-то была. Стали они обнимать свою матушку, скакать и танцевать. Затем старая коза сказала, что было бы неплохо проучить волка, пока он еще спит. Они натащили камней и засунули их волку в брюхо. Зашила старая коза ему брюхо, а тот ничего и не заметил. Даже ни разу не пошевелился. Выспался волк, поднялся на ноги и почувствовал в брюхе такую жажду, что решил напиться воды с колодца. Еле-еле подошел он к колодцу, наклонился к воде, и тяжелые камни потянули его на дно колодца. Увидели это 7 козлят, прибежали к матери и давай кричать. И стали на радостях плясать вместе со своей матушкой. Вот так они проучили злого волка. Жила-была мама-свинка и 3 ее поросят. 3 брата, одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Все лето поросята кувыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень. Однажды мама сказала, что пора бы им подумать о зиме. Она попросила их построить большой дом. Младший брат сказал, что до зимы еще далеко. Средний брат сказал, что когда нужно будет, он сам построит себе дом. А старший брат решил построить дом сам. Младшие и средние братья только и делали, что играли в свои поросячьи игры. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Младший брат решил построить дом из соломы. Средний брат подумал, что в соломенном доме зимой будет очень холодно. Он решил построить дом из веток и прутьев. Уже к вечеру их дома были готовы. Они были очень горды собой и не могли нарадоваться своими постройками. Теперь они были свободны и могли делать все, что вздумается. Они решили пойти к старшему брату и посмотреть, какой дом он себе выстроил. Старший брат был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и не спеша строил себе надежный, прочный дом. Младшие братья застали своего старшего брата за работой. Они очень удивились тому, какую крепость он строит. Старший брат спокойно продолжал работать. Младшие и средние братья начали подшучивать и смеяться над его домом. Они так развеселились, что их визг и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. Старший брат попросил быть тише, потому что их может услышать волк. Младшего и среднего братьев это еще больше развеселило. Они решили, что старший брат просто трус. И 2 храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной. Недовольный и голодный волк пошел к тому месту, откуда доносились визг и хрюканье 2 глупых поросят. Братья весело шли и говорили о том, как легко они расправятся с волком, и вдруг они увидели настоящего живого
волка. Он стоял за большим деревом. У него были очень злые глаза и огромная зубастая пасть. Братья настолько сильно испугались, что их тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Волк приготовился к прыжку, он щелкнул зубами и моргнул правым глазом. Поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились убегать. Поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. Младший брат добежал до своей соломенной хижины и захлопнул дверь перед самым носом волка. Волк рычал и требовал открыть дверь. Младший брат от испуга не мог промолвить ни слова. Тогда волк начал дуть. Легкая крыша вмиг слетела с соломенного дома. Волк вздохнул еще глубже и дунул во второй раз. Соломенный дом разлетелся во все стороны. Волк обрадовался, щелкнул зубами и накинулся на младшего брата. Но поросенок ловко увернулся и бросился бежать. Он побежал к дому среднего брата. Братья успели запереться и испуганно поглядели друг на друга. Волк разозлился и принялся дуть. Дом немного покосился, волк дунул второй, потом третий, потом четвертый раз, но дом все еще стоял. Волк вздохнул еще глубже и дунул в пятый раз. Дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время стояла посреди развалин. В ужасе поросята бросились бежать к дому старшего брата. Волк побежал за ними. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило ему между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. В это время младшие и средние братья успели забежать в дом к старшему брату и закрыли дверь на засов. Волк прибежал к двери, зарычал и потребовал открыть дверь. Младшие братья были очень напуганы и не смогли сказать ни слова в ответ. А старший брат знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул как только мог. Но сколько бы он ни дул, ни один камень не сдвинулся с места. И тут он поднял голову и заметил большую широкую трубу на крыше. Он осторожно влез на крышу и стал спускаться по трубе. Поросята услышали шорох. Старший брат сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором кипела вода, и сорвал с него крышку. Волк слез по трубе и упал прямо в котел. Глаза его вылезли на лоб с диким ревом. Ошпаренный волк вылетел из трубы и бросился в лес. А три маленьких поросенка смотрели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбойника. С тех пор братья и их мама стали жить вместе под одной крышей.